Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе портмоне. Для его изготовления использовал кожу Crazy Horse, толщина 1,6-1,8 мм, а также кожу морской змеи Коронг. Портмоне имеет 7 отделений под карточки, 2 отделения под купюры и 1 отделение на замочке. Выкройка данного изделия занимает 3 листочка формата А4, и ее можно скачать в описании под этим видео. Ну и начинаю, как обычно, с того, что вырезаю шаблон, далее вырезаю необходимые куски кожи, а также не забываю про змеиную кожу, которая у нас идет для клапана и для лицевой стороны изделия. Для того, чтобы склеить кожу между собой, я использую клей EcoSar 4155. При помощи обычного скотча приклеиваю шаблон к коже. Теперь можно приступать к пробиванию отверстий. Эта выкройка сделана под пробойники с диаметром отверстия 1 мм и шагом 5 мм. Следует также не забывать про отверстия под кнопки, они идут диаметром 3-5 мм. Я всегда вырезаю заготовки сначала по прямым линиям, после чего делаю закругления в нужных местах. Перед тем, как начать сшивать изделие, следует обработать урезы в тех местах, в которых потом не будет доступа, а именно верх карманчиков для карточек, верх карманчика для купюр, еще один карманчик для карточек, место вшивания молнии, клапан. Лицевую сторону можно пока не трогать. Наношу 1 или 2 слоя грунта филлер от Кенда Фарбен. После чего при помощи наждачной бумаги гридностью от 400 до 1000 зашкуриваю и повторяю эту же операцию с грунтом еще раз. Завершающим этапом наношу краску для уреза от Кенда Фарбен. После нанесения оставляю данные детали в спокойствии на 1 часик.
Первым делом я пришиваю молнию, после чего пришиваю карманчики для карточек. Далее стоит начать прошивать отделение, которое будет закрываться на молнию, но только по верхнему краю. После чего с ним делаю ту же самую операцию по зачистке, грунтовке и покраске урезов. И пока краска на том урезе подсыхает, можно заняться клапаном, пришить его к лицевой детали. Для начала прошиваю сам клапан, после чего пришиваю его уже на саму лицевую деталь. Нитку использую круглую плетеную вощеную толщиной 0,55 мм. Как видно, кнопки уже установлены. Устанавливал я их при помощи специального пресса. Заканчиваю шов так, чтобы вывести иголки между клапаном и лицевой деталью. Далее перехожу к пришиванию одной стороны карманчиков. К этому моменту урез на карманчике с молнией подсох, и его теперь также можно пришивать к лицевой детали. Вот и все, изделие готово. Ставь лайк, если понравилось, ставь дизлайк, если не понравилось. А на этом все. Пока-пока.